Лекция 7. Магнетический взгляд. То, что известно под названием магнетического взгляда, есть выражение сильного мысленного требования при помощи глаз, нервы и мускулы которых приспособление для такого твердого, упорного и положительного взгляда. Как достигается мысленное напряжение, будет объяснено в следующем уроке. Теперь же мы будем говорить лишь о самом взгляде. Следующие упражнения очень важны, и я полагаю, что читатель выполнит их. Посредством этих упражнений вы в состоянии будете короткое время выработать взгляд, который будет чувствоваться другими, и продолжая их, вы разовьете его силу до такой степени, что немногие способны будут выдерживать ваш взгляд. Это является наиболее интересным упражнением, и вам будет приятно замечать возрастание власти ваших глаз, обнаруживающейся на тех людях, с которыми вы приходите в соприкосновение. Вы скоро также заметите, что люди становятся беспокойными и растеряны под вашим взглядом, а некоторые даже обнаруживают признаки страха, если только вы сосредоточите на них несколько мгновений ваш взгляд. Когда же вы достигнете такого полного совершенства, приобретете твердый магнетический взгляд, вы не променяете такого, кого дара ни на какие богатства. Конечно, вам не следует удовлетвориться лишь исполнением ниже показанных упражнений, но вы должны производить опыты над лицами, с которыми встречаетесь, и замечать результаты. Полного же совершенства знания относительно силы взгляда вы можете достигнуть лишь благодаря опытам с живыми людьми. Упражнение. Возьмите лист белой пищи бумаги величиной в 6 квадратных дюймов, на котором нарисуйте кружок размером приблизительно полтинник, затем затушуйте этот кружок чернилами так, чтобы пятно резко выделялось на белом фоне бумаги. Прикрепите затем этот рисунок к стене на высоте ваших глаз при сидячем вашем положении. Поставьте свой стул посреди комнаты и сядьте как раз против бумаги. Направьте пристально ваш взгляд на черное пятно и смотрите твердо, не мигая на него в течение 1 минуты. Когда глаза отдохнут, начинайте упражнение снова, повторяя его раз 5. Оставляя стул на прежнем месте, передвиньте бумагу вправо фута на 3 от первоначального положения. Сядьте и устремите свой взгляд прямо на стену против вас, и затем, не поворачивая головы, бросьте свой взгляд направо и смотрите упорно на пятно также в продолжение 1 минуты. Сделайте это раза 4. Потом, поместив бумагу на 3 фута влево от первоначального места, опять смотрите сосредоточенно на пятно в течение 1 минуты. Повторите это 5 раз. Продолжайте такое упражнение до 3 дней, а затем увеличьте время смотрения до 2 минут. Спустя еще 3 дня увеличивайте время до 3 минут, и так продолжайте, увеличивая время на 1 минуту через каждые 3 дня. Некоторые лица приобрели возможность упорно смотреть, не мигая или не заставляя глаза слезиться, в продолжении 20 или 30 минут, но я не советую переступать за предел 15 минут. Кто может удерживать свой взгляд 15 минут, тот все равно может направлять столь же сильный взгляд, как и достигший до 30 минут. Это упражнение в высшей степени важно, и если точно следовать этому, то вы будете в состоянии решительно и твердо смотреть на всякого, с кем бы вы ни заговорили. Оно сообщает глазами сильное убедительное выражение и дает возможность бросать пристальный взгляд, который мало кем выносим. Собаки и другие животные станут ежиться под вашим взглядом, действие которого будет обнаруживаться и другими различными способами. Понятно, упражнения эти скучноваты, но каждый будет достаточно награжден за потраченные труды и время на них. Если вы занимаетесь гипнотизмом, то найдете для себя в этом взгляде большую помощь. Кроме того, глаза будут казаться больше, так как расстояние между веками значительно увеличивается. Вы можете дополнить первое упражнение тем, что во избежание однообразия сделаете некоторые изменения в нем, а также и приучите себя смотреть в глаза другим без замешательства. Станьте перед зеркалом и пристально смотрите в отражение своих глаз так, как было указано в первом упражнении. Время здесь, как и раньше, следует увеличивать постепенно. Это упражнение приучит вас выносить взгляд других, а также и умению придавать своим глазам лучшее выражение, что будет полезно для вас и в других отношениях. При этом вы будете в состоянии замечать развитие и желание характерного выражения своих глаз, когда они приобретут магнетический взгляд. Это упражнение нужно стараться провести систематично. Некоторые авторитеты предпочитают это упражнение предшествующему, но мое мнение, лучшие результаты получаются от соединения обоих упражнений. Встаньте против стены на расстоянии 3 футов. Прикрепите лист белой бумаги перед собой на уровне ваших глаз. Не сводя направленных глаз на пятно, начинайте вращать кругом головой. Так как это упражнение заставляет вращаться глаза, удерживая в то же время пристальный взгляд на одной точке, то оно дает поэтому значительное развитие глазным нервам и мускулам. Изменять вращение головы следует в различных направлениях, самое же упражнение должно производить вначале очень умеренно, не утомляя глаз. Станьте спиною к стене, смотря прямо на противоположную, и начинайте перебегать быстро глазами с одной точки стены на другую, направо, налево, вверх, вниз, зигзагами, кругообразно и прочее.
Упражнение это следует немедленно прекратить, как только глаза станут уставать. Прежде чем окончить это упражнение, лучше всего остановить взгляд на точке, на которой и успокоятся глаза от предшествовавшего движения. Это упражнение рассчитано на укрепление нервов и мускулов глаз, и, усвоив твердый взгляд, вам нужно развить уверенность в нем. Для этого уговорите кого-нибудь из ваших друзей, позволите спробовать на нем ваш взгляд. Усадите вашего друга против себя на стул, сядьте также и сами, начиная смотреть спокойно, пристально и твердо в его глаза с просьбой, чтобы и он, насколько мог, тоже смотрел на вас. Вы заметите, что для вас нетрудно будет утомить его, и когда он крикнет вам «довольно», то уже будет почти в гипнотическом состоянии. Если же перед вами гипнотический субъект, то он будет соответствовать вам тем лучше. Попробуйте также силу вашего взгляда на собаке, кошке или другом животном, конечно, если удастся вам заставить их спокойно стоять или лежать. Но вы увидите, что большинство из них будет убегать от вас или же отворачивать голову, чтобы уклониться от вашего пристального взора. Понятно, вы различите спокойный пристальный взгляд от бесстыдно наглого. Первый указывает как на человека с могучей психической силой, тогда как последний свойственен скорее негодяю. Вначале вы убедитесь, что ваш упорный твердый взгляд приводит в замешательство тех, с кем вы соприкасаетесь, и стесняет тех, на кого вы смотрите, делая их беспокойными и неловкими. Но скоро вы привыкнете к новой своей силе и будете пользоваться ею осторожно, не причиняя смущения другим, но все-таки производя на них сильное воздействие. Я предостеречь вас от всевозможных разговоров относительно упражнений ваших с глазами, равно как и о занятиях личным магнетизмом вообще, так как все это возбудит лишь одно подозрение в людях к вам и создаст в некоторых случаях серьезное препятствие вашему применению своих знаний. Сохраняйте тайну про себя, чтобы ваша сила проявлялась на деле, но не на словах. Кроме этих соображений есть много и других причин, почему лучше молчать о своих новых способностях. Не пренебрегайте этим советом, чтобы не было уже потом источника сожалений. Уделите себе для упражнений известное время и не торопитесь без нужды. Следуйте законам природы и развивайте свою силу постепенно, но прочно. Избегайте мигать, щуриться или неестественно расширять веки. Вы можете освободиться от всего этого благодаря своей воле и самообладанию. Если ваши глаза от упражнений будут утомляться, то сполосните их холодной водою, и тотчас же появится облегчение. Уже через несколько дней упражнений, как вы заметите сами, глаза мало будут уставать от них.